Согласно одной из легенд, люди, они же волжские булгары, решили основать новое поселение и для выбора удачного места обратились к колдуну-шаману. Тот сказал, что город нужно возводить там, где котел, казан по-татарски, врытый в землю, закипит без огня. Но было и жестокое продолжение указания, наверное, не для официальной версии, которая гласит: заройте под стены первого, кто к вам придет. Первым пришел княжеский сын. Строители его пожалели и закопали труп собаки. И когда об этом узнал князь, то опечалился и сказал, что тяжела будет судьба города. Забыл представить наших авторов. Автор сценария, вот И, естественно, это произошло на берегу реки Казанки, левый приток Волги, в который впадала Булак. И она была самая короткая в Восточной Европе. Но на самом деле этот узкий проток был самой настоящей границей Востока и Запада, христианства и ислама. И даже сегодня, если обратить внимание, то можно заметить, что старые церкви в основном стоят на правой стороне, а мечети по левой. Сегодня Булак – это искусственный водоем из-за здания цирка, а точнее из-за забетонированного основания, перекрывшего протоку в реку Казанка. Кстати, в Татарстане берет свое начало река Кама, которая считается древнее Волги. водитель у нас, смотри, мощный. Да. Красавица. И куб. Да. Счастливый. Смотрите, какие губы. Как перст. Сочные. Манящие. Манящий. Позволил себе выпить. Казанский федеральный университет. И еще один факт, что направление воды в этой речке 2 раза в год менялось ровно на противоположное. Версий на самом деле около 20. И то, что крепость и ландшафт были похожи на котел, и как-то фигурирует имя хана Гасана, и слуга хана уронил золотой котел в реку, засмотревшись на откуда-то взявшийся красавец. Филармония. Но более правдивое, что Казан на древнетюркском языке означает конец, граница, пограничная крепость. Приехали, очень современный район. Мы, правда, далеко от центра. Называется Павлюкино. У нас в сейфе закрыт ключик. Код нам вроде как сказали, почему-то требует 2000. Мы попытаемся обойти это. 2000 это как аванс или что это? Еще плюс, который будет возвращен. Удастся. А это не тот подъезд. Что? Это квест. Дом здесь, подойти в соседний, где-то должен быть замок. Решил приколоться и рассказать, как вскрыть такой замок, если нет кода. А потом подумал, что это не школа медвежатников, а канал о путешествиях. И ускорил процесс, но суть вы поняли. Ящики здесь лежат. А какой этаж? Квест, угадай. Я тебе помню, почему-то Airbnb это не для меня, потому что вот эта тема, ломать мозг, да, возьми сюда. Букинг, да, раз, пришел Все, на ресепшн. ждет меня уже, да, открываем. Они могут прийти И закрыть. И Ну, закрыть. ничего мы заплатим. Пока вы рассматриваете квартиру, объясню, в чем кипиш. Схема простая. Бронируем от суток до 3 до въезда. Получаем указания от хозяина. Кстати, ссылка для вашей регистрации на сервисе Airbnb внизу под роликом. Так вот, бывает, хозяева сами встречают, и тогда все как по маслу. Здесь же хозяин не выходил на связь вообще. Часа за 4 до въезда началась паника, звонки в Airbnb, с выяснением, дошли ли до них деньги и почему в таком случае хозяин не отдупляется, Мне нравится. так как сервис получает деньги от клиента и уже потом рассчитывается с хозяином квартиры, тем самым берет на себя все риски и страховку. Часа за 3 хозяин объявился, все пояснил, но потребовал залог 2000 рублей за возможный ущерб и использование напитков в холодильнике. А сам прикол в том, что деньги надо перевести на его личную карточку. Он был культурно послан, так как денежные отношения по правилам только с Airbnb, и мы боялись, что именно второй замок, от которого у нас не было ключей, может быть использован. Пришли, а попасть в квартиру не сможем. Но все обошлось. Кстати, Вадим зарегистрировался по моей ссылке, забронировал квартиру и получил 1100 скидку, то есть квартира вышла 6400, а не 7500.
Ночная иллюминация это называется. Как? То есть коронавирус и иллюминация меньше, да? Да, намного меньше. Ресторанчики работают. Они только уличные. Такси больше 2 человек не сажает. На переднем сиденье у всех стоят детские кресла. Это мы уже выяснили на обратном пути из центра, поэтому данная поездка исключение из правил. Был еще один водитель, которого удалось уболтать, но он ехал всю дорогу и боялся быть остановленным. Но в любом случае спасибо ему. Сюда вы можете сходить. Татарская усадьба называется. Добрая столовая. Добрый здоров. Да, очень дешево. И вкусно, да? Везде, по всему городу? Да? Ну такая, как советский час. Правда, Ну это вкусно. больше такая эконом-столовая. Да, вот сейчас за эту девушку прям пойдем. Вот девчонка. Это И мне нельзя на них наверное, смотреть. здесь Я знаю, Бартулес. Let out of the cage, took my chains away. I'm so tough to tame now. Look at what you made me, look at what you made me do. Все открыто. With a smile. Даже вот эти люди, милые, открыты для общения. Катюне исполнилось желание. Посетила ОАО «Букет Чувашии». Посетила Лакинский пивзавод. И вот третье желание – Казань. Ну, она не говорила, она сказала Казантип. Казантип, да, я чуть не услышал. Она чуть-чуть не договорила, ты уже купил билет. Казанский Кремль. A little bit dangerous. I'm a little bit dangerous. А вот это вот, по-моему, памятник Муса Джалиля, который был расстрелян в 44-м, по-моему, так. Слушай, я очень давно мечтал попасть в Казань, просто все время какие-то зарубежные. А вот сейчас вот во время вот этой пандемии дурацкой, какие-то красные, желтые зоны, сейчас договоры идут с МИДом. Возьмут, не возьмут. Мы решили посетить Россию, матушку. Уже проехали сколько городов? Владимир, Чебоксары, Нижний Новгород, Казань. Вот сейчас вот на обратном пути у нас есть планы Йошкар-Ола. Вообще у нас было в планах Пермь. Нас ждет там Дмитрий. Ну и не знаю. Позвоним ему, спросим, как у него. Вот эта мечеть называется Кул-Шариф. A little bit dangerous. Вот так здесь по вечерам в Казани. Вот эти лампочки не горят в связи с коронавирусом. Все вроде нормально, но все равно какие-то лимиты. I'm unpredictable. I'm unpredictable. Что за собор, Димарик? Благовещенский собор. Благовещение праздник, это когда матерь Елизавета Иоанна Крестителя, когда к ней пришла Мария, Богородица, и в чреве был младенец, сказал: благословен плод чрева в это Благовещение. И взыграл младенец в чреве ее. Праздник. Какой молодец. Одеть. Все знает, такой начитанный. Поэтому мы и ездим с такими умными, начитанными, немножко пьющими людьми. Ну, немножко. Татарстан, республика с их президентой. Практически Букингем, Лондон. Прям похож. A bit dangerous. I'm a little bit dangerous. Впечатляет. Башня Сюмбекер. Наклон 2 метра. What you waiting for? What you waiting for? What you made me? I'm unpredictable. Unpredictable. What you made me do? I'm what you're waiting for. What you're waiting for. A little bit dangerous. Dangerous. A little bit dangerous. I'm a little bit dangerous. Усыпальница Мавзола. Да, а потом стали называть мавзолей. Вот эти все. И вот это мавзолей 2 ханов. Перезахоронили их сюда, вот они, 2. This world ain't for me. Наш гид очень ярко рассказывает, не подбирая слов. А почему написано ХЗ? Хазины. Это художественная галерея национальная. Ну, хазины так и переводится? Вы, братан, Да, наверное. я татарского вообще-то так не знаю. Вот очень экспрессивный. И, кстати, гид, он, правда, сейчас под шофе, но это дает ему шарм вот этого. You wish you could have it. Мастерская кота Казанская. I'm a little bit dangerous. A little bit dangerous.
Карета Катерина. Я стою на нулевом километраже города Казани. Днем надо лягушечку потереть. Рахим Этагес. Добро пожаловать. Здесь крестили Федора Шаляпина, а вот памятник Федору. Завтра все завтра. Усталость уже сильная. Не следует забывать о татарских корнях самого слова «Кремль». В русском языке существует три обозначения укрепленного поселения. Крепость от славянского «крепкий», город или град от западноевропейского «гуард» – «охранять» и Кремль от татарского «кермен». К 1630 году Кремль превратился в мощную цитадель с 13 башнями. До наших дней сохранились лишь 8. Стены и башни Кремля начали возводить в 1556 году псковские мастера, направленные сюда Иваном Грозным. Как написано в летописях, Иван Ширяй и постник Яковлев сотоварищи. Около 200 человек, ломцов и стенщиков. В общем, те самые, которые строили собор Василия Блаженного в Москве. За 6 лет они изменили казанский Кремль до неузнаваемости. А про итальянских мастеров почему-то тишина, чьи так называемые «ласточкины хвосты» украшают зубцы стен казанского, Тульского Кремля, а в московском-то особенно. Там и башни, схожие со многими крепостями в Италии. С помощью юго-западной и юго-восточной башен Кремль расширили. Казанский же Кермен заканчивался на дозорной Туменской башне, сейчас Преображенской. Тюркское слово «тумен» обозначает 10-тысячное войско. Русское слово «тьма» производное от «тумен». В летописях так и писалось. Войско 2 тьмы, 3 тьмы, то есть 20 тысяч, 30 тысяч человек соответственно. Так вот, эту площадь, на которой разросся Кремль, занимал Спассо-Преображенский монастырь, разрушенный придурками в кожанках с маузером наперевес. Спокойно, товарищ. В 1918 году, как, собственно, и многие другие монастыри и колокольни по всей стране. От него сохранился только цоколь. Рядом с ним церковь Николая Чудотворца, в народе Николы Ратного, потому что основную часть прихода составляли стрельцы Казанского гарнизона. Этот храм возведен в камне уже в 1558 году, раньше, чем Казанский Благовещенский собор. Здесь же была небольшая пещера с углублением в 4 ступени, в которой хранились мощи 3 высших духовных лица. Также была снесена колокольня монастыря и церковь Киприана и Устиньи. Это главный въезд в Кремль, Спасская башня, название которой дала стоящая на ее месте деревянная церковь иконы Спаса Нерукотворного. Так башня выглядела, начиная с 19 века. Других фоток не нашел, так как первая известная попытка фиксации изображения химическим способом была предпринята в 1802 году, а самая известная сохранившаяся фотография датирована 1826 годом. Это была одна из 3 церквей, так называемые обыденные, построенные по обету за сутки, места для которых выбрал сам царь после взятия Казани 4 октября 1552 года. Вторая церковь Киприана и Устиньи, чей день памяти отмечается 2 октября, и именно в этот день Казань была взята. Ну и сам Благовещенский собор, о котором я расскажу чуть позже. Прямой проезд, пробитый в башне в 1930 году, открыт круглосуточно, и он бесплатный. А к
Оказываемся на единственной улице Кремля, проезд Шейкмана, почему-то названный в честь мало кому известного революционера, погибшего в 1918 году. Мне кажется, уместнее было бы оставить улица Большая, так назывался проезд в 16-18 веках. Многие ошибочно воспринимают это небольшое здание тюбетейки как часть мечети Кул-Шариф. На самом деле это полноценная пожарная часть. Свою историю она ведет с 2003 года. На территории Казанского Кремля расположено 7 пожарных гидрантов. Также есть 2 пожарных водоема объемом 50 кубометров, которые находятся под площадкой пушечного двора. Мечеть Кул-Шариф, восстановление которой началось в 1996 году, о чем свидетельствует памятный камень с указом президента Татарстана. Она покрыта снаружи и внутри челябинским мрамором и гранитом. Ее строительство завершилось в 2005 году с заявлением, что она самая высокая в Европе. Но мечети в Нижнекамске и Грозном отодвигают ее на 3-е место. На этой площади из красной плитки был когда-то гарнизон и плац, их снесли. Зеленые квадраты на площади, которых 10 тысяч, это места для молящихся, которые не помещаются в мечеть в большие праздники. Острия полумесяцев, как и квадратах, смотрят на Мекку, лицом которой должен находиться каждый молящийся мусульманин. Купила кота, да? Да, разборка, смотри, какая ручная работа, 700 рублей. Ручная работа. Это и глина, да, или что это такое? Да, это Или дерево? белая глина, это лепка, это роспись, это глазурь, это обжиг. Понятно? Это холл мечети, 2-й этаж. Их всего 5. На стенах изображение мечеть Аль-Харам в городе Мекка, Саудовская Аравия, и древнего города Булгар, хан которого Алмыш в 922 году принял ислам в качестве государственной религии, и который мы обязательно посетим в следующий приезд в Казань. Находится в 200 километрах и звучит уже болгар. Кстати, архитектура мечети Кул-Шариф воссоздает разрушенную Аль-Кабир, мечеть 13 века, в переводе «большая», «великая», «Булгари». На этом же этаже священнослужитель Хафиз читает Коран без остановки с 2015 года и днем, и ночью, 24 часа в сутки, и прерывается только на время коллективной молитвы, намаза. Каждые 2 часа меняется чтец, их около 20 человек. Казань стала 2-м городом в мире после Стамбула, где круглосуточно читают священные тексты, переданные людям пророком Мухаммедом. Все желающие могут посмотреть это в онлайн-трансляции. Полностью читать Коран завершает приблизительно в течение суток и снова по кругу. Кстати, существуют международные конкурсы чтецов Корана. Макет мечети изготовлен на ювелирном заводе Костромской области. 3-й и 4-й этаж – мужской и женский молельный зал. Ну и 5-й этаж – туристический балкон. Прежде чем перейти к Благовещенскому собору, я расскажу о взятии Казани Иваном Грозным, так как все здесь тесно связано с этим событием. Очень интересная информация. Я даже задонатила 2000 рублей на развитие канала. С нами на связи основатель студии «Картавцев Фильм». Телефон раскалился от вопросов. Например, телезритель Геннадий Слеподыров из поселка Незнайкино спрашивает, что изображено на знамени, которое то появляется,
Это чай? Конечно. Я, например, очень люблю с бергамотом. А я с креветками. Неправда. Такого не существует. Уверена? Так вы ответите на вопрос. Что изображено? Короче, давай я просто ролик включу. На этом флаге я поместил герб Казани. Во всех вариантах на нем был змей, так как здесь испокон веков их было огромное количество. Во главе же должен быть кто-то. Им и был крылатый змей Зилан. Елан. Змея, змей по-татарски. Конечно же, пожиравший людей и животных. Естественно, нашелся колдун или богатырь, который заманил всех змей на хворост, собранный за зиму, и поджег. Но главное, улетел на Джалантау, Змеиную гору, где сейчас находится Свято-Успенский Зелантов женский монастырь, и стал пакостить людям своими налетами. Нашелся другой волшебник, воин Хаким, который то ли убил змея, то ли заставил его охранять город, но, скорее всего, была какая-то битва с змея-поклонниками, или дракон был на их гербе, ведь это изображение было популярно на Востоке, и они, в отличие от русской мифологии, выступают как положительные персонажи. В 18 веке русские геральдисты попытались экспериментировать, то гуся вставить, то петуха, но со змеиным хвостом, но это не прижилось, и оставили черного змея с красными крыльями. А символом Татарстана сделали крылатого барса, и то потому, что депутатам змей не приглянулся. Показ ролика был незапланированным бонусом для нас всех. Спасибо. Многие спрашивают, будет ли ролик об истории самого города Казань. Он готов, в принципе, давай я просто перешлю его по почте. Это было бы здорово. В следующем включении мы обязательно его поставим. Только перешлите его не голубиной почтой, а по электронной. И зрители спрашивают, почему вы общаетесь не по видеосвязи? Анна, я не одет, не один. Хочешь, включу? Че, пошло видео? Я поняла свою ошибку. Лучше выключите, а то убьете наши рейтинги. А мы продолжаем трансляцию фильма от студии Картавцев Фильм. И мы ждем от вас вопросов, которые зададим Владимиру на следующем включении. Подробный рассказ о взятии города Иваном Грозным и некоторых шокирующих фактах о самом царе, о которых я услышал в первый раз, я решил совместить с поездкой на остров Свияжск и сделать отдельным фильмом, так как они неразделимы, да и объем серьезный. Вместе с городом была разрушена мечеть, а богатейшая коллекция книг, находящаяся там, легла в основу знаменитой библиотеки Ивана Грозного. На месте разрушенной мечети, а позже огромных храмовой колокольни, уничтоженной большевиками, которая по объему и высоте поспорила бы с башней Сюмбике, разбит сквер, в котором установлен памятник создателям Кремля. Этакий собирательный образ русским и татарским зодчим. А вот и Благовещенский собор, место для строительства которого выбрал Иван Грозный в тот день, когда въехал в завоеванный город. И уже через 3 дня, 6 октября 1552 года, в законченном деревянном соборе отслужили благодарственный молебен. Каменный же храм, который находится на самой высокой точке Казани, построили через 10 лет. Все те же Иван Ширяй и постник Яковлев. Позже много раз горел, перестраивался и расширялся. Кстати, после пожара 1579 года, начавшегося, если кому интересно, около церкви святителя Николая Тульского, уничтожившего половину Кремля и часть города, была обретена чудотворная икона Казанской Божьей Матери. Как ни парадоксально, здания и фрески Благовещенского собора от полного разрушения спасли
спас перемещенный сюда Госархив со всеми нужными температурными режимами и тому подобное. Нынешний вид собор приобрел только в 1984 году. Если рассматривать фрески, то можно почерпнуть много информации об истории. Четко прослеживается процесс обретения и прославления Казанской иконы Божьей Матери, также обретение мощей Гурия. Эта башня названа в честь жены умершего хана, правившая Казанским ханством всего 2 года, с 1549 по 1551, и которую народ прозвал Сюмбике, любимая госпожа. Все потому, что она освободила торговцев от удушающих налогов. По легенде, Иван Грозный, узнав о ее красоте, захотел взять Сюмбике в жены, но она поставила условие поставить башню из 7 ярусов за 7 дней. Все условия были выполнены, она поднялась на нее и сбросилась вниз. Тут уж 2 концовки. В одной она разбилась, в другой превратилась в белого лебедя и улетела. На самом деле она умерла в 1557 году под Рязанью, куда ее насильственно увезли с сыном и выдали замуж за касимовского царя Шах-Али, а сама башня построена как минимум на 100 лет позже. Падение башни остановили, ее критическая отметка превышает угол наклона Пизанской башни. И до того, как падение будет ничем не остановить, осталось 50 сантиметров. Кстати, с 12-летнего возраста Сюмбике была жена 3 последних ханов, но над прахом именно 2-го мужа построила этот мавзолей, который по описаниям находился у подножия соборной мечети, где сейчас музей государственности. Археологи в 90-х годах, начала 2000-х нашли здесь 6 захоронений периода Казанского ханства. Это каменный склеп, внутри гробы, вложенные один в другой. В металлический был вставлен деревянный, обшитый кожей, и уже внутри останки ханов. Вот оно, переплетение культур. Как известно, мусульман так не хоронят. Но самое интересное, что ученым разрешили изучить только первые 3 метра некрополя. Остальные склепы, которые находятся ниже, оставили последующим поколениям с более развитой наукой и техникой. А под синим куполом историческая реконструкция, как мавзолей выглядел изначально, в которой перезахоронили останки ханов. Из всех российских городов только тут после распада Советского Союза был построен метрополитен в 2005 году. Оно состоит из одной линии, которая проходит через 11 остановок. Поездка от одного конца линии до другого займет около 15 минут, что делает ее одной из самых коротких в мире. Улица Баумана начала застраиваться в 12 веке и называлась Большая Ногайская дорога. Под этой улицей идет точно такая же, но она закрыта. Дело в том, что у каждого дома 1 и более подземных этажа. До революции они использовались как склады и ремесленные лавки. Культурный слой рос, и дома уходили в землю. При восстановлении этих галерей здания стали рушиться и проект закрыли. В интернете есть фото подземной улицы Баумана. На месте Богоявленского собора, где крестили Федора Шаляпина, находились большие Ногайские ворота, которые были взорваны, и через этот проем стрельцы ворвались в город. С тех пор и до революции улица называлась Большой Проломной. Потом большевики ее переименовали в честь первого местного революционера Николая Баумана. В один год с Московским Арбатом в 1986 году пешеходной стала и Баумана.
Мы проголодались, и Дим похвалил, что знает, где дешево и вкусно. При подходе к рынку у меня закрались сомнения, так ли это. Да еще тарафлю прекратил действовать. Искал аптеку, прошел. Оказывается, вот. Сказали, ты что, парень, не видишь, что ли, Даруханы? Короче, мы не стали есть, а Дима и лангман, и чай, и, как итог, вечерние посиделки в туалете. Вот это и есть как бы ваше место. Эчпачмак, но написано треугольник. Просто вы не стали забирать за название. Возле да? дома на Павлюхина 116 нашли пекарню «Жар свежар». Ты какую-то еще купил сладкую штуку, нет? Нет. Думал, будет гораздо вкуснее. Везде суют картофель, прям вот А у картофель. меня вот такая булочка, Это которую Вова ел вначале. Короче, везде суют картошку. Если бы с мясом, я больше люблю вот эти самсу или что-то Пипец. подобное. А самса это оказалась узбекская, и она намного вкуснее. Даже сами татары, да, они говорят, что татарская кухня не приживается, ну, редко приживается, а узбекская приживается везде, они сами ее очень любят. Ну, во всяком случае, в булках мне не понравилось. Вова сказал, чтобы я везде улыбалась, поэтому я буду Да. так делать.